Друзья, всем привет! Вы на канале Лэш Дизайн интерьера. Если вы впервые на моем канале и интересуетесь дизайном интерьера и ремонтом, то не забудьте подписаться, чтобы присоединиться к нашему дизайнерскому сообществу и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодняшнее видео о том, как выбрать правильную мебель и подобрать детали для маленькой гостиной. На примере этих простых правил вы с легкостью сможете создать правильный и органичный дизайн для всей вашей квартиры или дома. Лэш. Реализуемые дизайн-проекты. Друзья, вы часто пишете в комментариях, чтобы я рассказал вам о том, как сделать интерьер в небольших квартирах и комнатах. Поэтому сегодня я поделюсь с вами некоторыми приемами, которыми пользуются профессиональные дизайнеры интерьеров. Для того, чтобы обмануть разум и заставить пространство выглядеть больше, чем оно есть на самом деле. Тем самым изменить ваше восприятие. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Хороший дизайн – это не столько красивые вещи. Это игра между вашим пространством, геометрией форм и пропорциями тех вещей, которые вас окружают. Потом сюда уже подключаются такие понятия, как цветовые комбинации и освещение. Таким образом, каждый предмет будет занимать свое определенное место в композиции и отвечать за то, как вы будете воспринимать интерьер в целом, насколько комфортно вам будет в нем находиться. Сейчас мы не будем говорить о стиле, мы будем говорить об инструментах и советах, которые позволят сделать пусть небольшую, но стильную и удобную квартиру. Итак, типичная гостиная состоит из дивана, кресла, пуфика, журнального столика, ковра, штор и нескольких аксессуаров. Я дам вам немного информации о том, как нужно выбирать каждый из этих элементов и покажу конкретные примеры. Если у вас появятся какие-нибудь вопросы после просмотра этого видео или вам нужен будет конкретный совет, как получить стильную гостиную, пожалуйста, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить вам всем. Итак, давайте начнем. Я начну с самого большого элемента в пространстве и обычно самого необходимого – это диван. При выборе дивана придерживайтесь нейтральных цветов. Выбирайте диван, который будет давать более легкое ощущение. Помните основное правило. Чем больше пола мы видим, тем больше мы воспринимаем пространство. Поэтому я рекомендовал бы выбирать вам диван на ножках. Он выглядит более легким и воздушным, а это именно то, что нам нужно. Затем добавьте цвет и текстуру меньшими частями, используя декоративные подушки или аксессуары, такие как вазы или лампы. Выбирая диван, вы должны учитывать его форму и то, как его вес воспринимается визуально, а не только его реальный размер. Может показаться, что маленький диван очень тяжелый, и в то же время этот большой диван, наоборот, кажется легким. Постоянно держите в голове главное правило. Дизайн небольшого пространства – это визуальная манипуляция. Будьте очень внимательны и осторожны с пропорциями мебели. Это очень важно сохранить пропорциональность между вашим пространством и формой дивана. Также диван на ножках следует выбирать еще и потому, что в нашем восприятии он кажется менее тяжелым, чем тот, который стоит прямо на полу. Это связано как раз с тем, что мы видим больше пола, и такой прием заставляет казаться комнату просторнее, более открытой. Запомните основы. Диван должен быть нейтральным по цвету, обладать чистыми линиями, быть на ножках, быть пропорциональным пространству комнаты. Моя вторая рекомендация касается акцентных кресел. Если пространство слишком мало, то их можно заменить на полукресла. Это такие мягкие стулья. Они выглядят как кресла, но меньше по размеру. Это один из моих любимых элементов, потому что он может быть по-настоящему уникальным и добавить вашей комнате изюминку, благодаря которой весь интерьер преобразится в буквальном смысле слова. Этот прием также очень хорошо работает, если у вас небольшой бюджет на ремонт. Гораздо проще купить дизайнерское кресло, чем покупать дорогостоящие декоративные отделочные материалы, а потом оплачивать работу по их монтажу. Даже при очень маленьких затратах и, скажем, просто крашенных стенах, без всяких дорогих панелей и штукатурок, такое кресло создает акцент в интерьере и делает пространство интересным и стильным. При выборе такого кресла многие люди покупают что-то такое, что-нибудь тяжелое по форме, однотонное или темное. Такие кресла будут ощущаться огромными в маленькой комнате. При выборе такого кресла я бы рекомендовал воспользоваться теми же принципами, что и при выборе дивана. Оно должно быть легким, с чистыми линиями и пропорциями, на ножках, чтобы открывать пространство пола, а не скрывать его.
Но вот с цветом вы можете поэкспериментировать в зависимости от своих предпочтений. Очень хорошо в маленьких пространствах работают прозрачные стулья. Они смотрятся очень необычно, и я бы даже сказал смело. В то же время они очень стильные и функциональные. Если вы используете прозрачные предметы, сделанные из акрила или стекла, ваши глаза будут видеть больше пространства. Ваш разум будет думать, что места больше, чем есть на самом деле. Вот несколько примеров легкой по визуальному восприятию мебели. Ковры. Здесь все проще, чем кажется. Чем ковер больше, тем больше будет казаться комната. Но в то же время ковер от стены до стены не будет работать правильно. Я подобрал для вас несколько примеров, на которых показано правильное размещение ковров и то, сколько места они должны занимать. Этот файл целиком вы можете скачать по ссылке внизу в описании. Используйте светлый ковер, чтобы комната выглядела ярче и просторнее. Это обычная техника, которая работает с цветом стен. Она точно так же работает и с коврами. Выбирайте не совсем белые ковры, а лучше использовать пастельные, нейтральные цвета. Также отдайте предпочтение коврам без ярко выраженных узоров, потому что узоры могут создавать бешеную динамику и ритм и визуально загромождать комнату. Это же, кстати, касается и узоров на стенах, например, обои или гипсовые панели со сложной геометрией, которые были очень популярны совсем недавно. В небольшом пространстве нам нужно мыслить вертикально. Это значит, что нам нужно подчеркнуть высоту или хотя бы визуально заставить комнату выглядеть выше, чем это есть на самом деле. И в то же самое время нам надо добавить воздушности. Как это сделать? Очень просто. Выбирайте однотонные занавески, также нейтральных легких цветов и оттенков. Используйте фалды. Это такие складки, которые образуются, если шторы сложить, для того, чтобы создать вертикальные линии, подчеркивающие высоту. А для того, чтобы придать воздушности, нам нужно как бы размыть геометрию окна со всеми его четкими геометрическими линиями. Сделать это очень просто. Достаточно использовать легкую полупрозрачную тюль. Остановите свой выбор на простом и лаконичном дизайне штор для своей маленькой гостиной. Все эти тяжелые подхваты, кисти и попытки копировать дворцы римских императоров ни к чему хорошему не приведут. Напротив, это очень сильно сжимает пространство, делает его дешевым и просто кричит об отсутствии вкуса у хозяина. Если у вас совсем мало места, то постарайтесь подобрать что-то из стекла или акрила, частично или полностью. Нужно заставить столик быть, но в то же время как бы исчезнуть. Габариты его также должны быть пропорциональны размерам комнаты, дивана и ковра, которые у нас уже есть. Такой столик также помогает создать иллюзию большего пространства. Если же стекло и прозрачные вещи вам не нравятся по каким-либо причинам, например, из-за сложности с уходом за такими изделиями, то вы можете выбрать непрозрачный столик. При выборе руководствуйтесь все тем же правилом. Больше пола, больше места. Выбирайте столик на ножках с изогнутыми и плавными линиями. Секрет в том, что наши глаза, точнее мозг, постоянно вычисляет длину, ширину и высоту для ориентации тела в пространстве. А с изогнутыми и круглыми формами это делать сложнее. Таким образом, мы опять обманываем наш мозг, заставляя пространство казаться больше. Еще одна отличная идея – это выбирать предметы, которые могут нести несколько функций в зависимости от повседневных задач. Например, вместо традиционного журнального столика вы можете выбрать пуф. Вечером на него можно будет закинуть ноги и посмотреть телевизор, ну или просто провести время в кругу семьи. А в течение дня он может служить как столик. Можно держать на нем декоративные предметы или книги, или использовать как дополнительное сиденье, если к вам пришли гости и места для всех не хватает. А теперь то, что должно быть в маленькой гостиной 100%. Просто must have. Это зеркало. И оно должно быть большое. В маленькой гостиной большое зеркало позволит использовать иллюзию расширения. Ваша комната будет казаться больше и ярче за счет отражения света. Лучшее место для зеркала напротив окна, чтобы оно отражало настолько много света, насколько это возможно. А теперь дополнительный совет. Впустите природу внутрь. Даже небольшое комнатное растение дает ощущение большего пространства и освежает интерьер. Зелень смягчает краски.
Если места нет совсем, то попробуйте использовать висячее кашпо. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, напишите мне в комментариях. Также, если вам понравилось это видео, обязательно нажмите лайк. Так я буду знать, что эта тема для вас актуальна и полезна. Не забудьте подписаться на мой инстаграм. Там я выкладываю свои проекты, и вы можете их использовать для поиска идей и вдохновения. Хорошего дня и увидимся на следующей неделе. Всем пока!